Всем привет, с вами снова Костян и славный дружок Обломов. Вы можете не удивляться странным звуком на фоне, это на самом деле у нас ломают виллу, зацените. Да, чувак просто подкапывает нашу виллу, и там еще цапля смотрит, что он раскопал. Но это ничего, мы продолжим. Сегодня мы будем делать, пожалуй, самый большой стейк, который вообще появлялся на канале, и у меня, и у тебя. Да. Это сколько, 15 килограмм где-то? 15 килограмм. Давай, показывай, что купил. С утреца сгонял на рынок. Это было порядка 5-6 утра, где-то в 6 уже я выезжал оттуда. И это рыба... Что? Это парусник? Это рыба-парусник. Господи, прости, ни хрена себе, это она толстая. Это ты типа как один кусок купил? Это как один кусок. Обосраться. Мне его не хотели отпиливать, они продавали 50-килограммовым куском. Я говорю, нет, ребята, 50 кило, это, наверное, будет совсем уже перебор для нашего канала. Но, соответственно, получается, что вот отпилили, чуть-чуть подороже заплатил. Ну, в общем, мы, наверное, немножко извращаемся, но мы собираемся зажарить эту штуку одним куском. А спонсор рецептика — лютый постапокалиптический экшен Crossout. Собираешь себе тачку как хочешь, я сказал тачку, собираешь себе танк, собираешь себе багги, ховер, все что угодно, и вперед отбирать ресурсы у слабаков. Деталей на выбор сотни. Карта огромная, делай что душе угодно. Можешь сражаться с другими игроками или участвовать в клановых войнах. Можешь ходить в рейды или участвовать в королевской битве. Торгуй на рынке. Изучай новые технологии. А теперь еще и с новой графикой игра выглядит круче и сильно реалистичнее. С каждым апдейтом Crossout становится все интереснее. Трать ресурсы на создание новых тачек или прокачку старых. Дай волю своему сумрачному гению. Завоюй уважение различных фракций, и они наградят тебя навыками, которые будут полезны в сражениях. Бесплатно качаем по ссылочке в описании и получаем бонус. Понятия не имеем, что из этого получится, потому что, ну, конечно, он не промаринуется. Я думаю, да. На сантиметр мы его за часик, Ты за знаешь, полтора. Такую штуку на неделю мариновать надо. Ну, дня на 3 можно смело оставлять вообще еще и в вакууме в каком-нибудь. Но мы сделаем вкусненький соусец, мы сделаем жареный рис. И очень интересно, сколько по времени нам придется его грилить. Само собой, мы будем грилить его на углях. Давайте я сначала сделаю типа маринад. Ну, как маринад, знаешь, больше для красоты корки. Ну, само собой. А вот в качестве того, чтобы проникало вовнутрь, у нас будет винишко. Вот оно проникнет. Кстати, слегка, за счет кислоты. Какое-то хорошее винишко взяли? Винишко оказалось, мы послали просто наш став такой: купите нам хорошего сухого вина для готовки. И говорит, может, марка какая-то? Я говорю, нет, это для готовки, купите любое. И он приносит мое любимое вино. Ну что ж, мы зальем им нашу рыбу. Распределяем труд, я займусь давай маринадиком, а ты займешься резцом. Так что, из чего будем делать рисец, с чем и всякое такое? Давай его нашпигуем всякими разными овощичками. Соответственно, вот перчика порежем всякого разного. Вот так вот, не жалея. Лучка, чесночка и вот каких-то бобов. А что это за бобы такие? Я не знаю, местные бобы. Говорят, можно вместе со стручками кушать. То есть хрустяшечка должна быть. Хрустяшечка, конечно. А я пока что возьму нашу здоровенную ступу, вот, и туда зафигачу много-много долек чеснока. Добавим к чесноку хорошую, даже до щепотки соли. Пересолить такой толстый кусок рыбы у нас никак не получится. И раздолбим. Добавим туда столовую ложку китайской жирной чили-пасты. Вот так. Сок одного лайма. Вот так вот. Выжмем. Ну и для сладости и вкуса добавим лучка покрошенного, как дружа говорит всегда, в труху. Здесь он почему-то исключительно везде красный. Ну и жидкие ингредиенты. Это устричный соус. Я думаю, где-нибудь 3 столовые ложки. Он вот такой офигенный, густой. Офигеть. Соевого соусца пару столовых ложек. И рыбного соусца немножечко. Получается вот такая вот густая паста. И в нее мы добавляем основные ингредиенты. Это, само собой, оливковое масло, где-нибудь треть стакана, нормально так, чтобы не подгорал наш парусник. Вот. Ну и чтобы оливыч прям на гриле не горел, слегонца так добавим, я думаю, 3-4-5 столовых обычного растительного. Обычного растительного, рафинированного, дезодорированного, не вонючего. Да, чтобы не горело. И полстаканчика винишка. Винишка. Побольше даже. Вот так. Ну, получается такой жидко-сметанный маринадик, в который мы все это дело
в который мы все это дело и запихаем. Зацените. Вот так вот. И под конец добавим туда еще пару-тройку столовых ложек сахара, чтобы все это дело карамелизовалось, чтобы такая корка-корка прям была на тунце. А то, понимаете, там очень много сочной мякоти, а вот нужно, чтобы она компенсировалась, эта мякоть, какой жесткой, твердой карамельной коркой. Ну, даже если такой огромный тунец погорит, тунец, господи, у нас Парусник. Да, погорит, можно верхнюю-то срезать, понимаешь, а внутри-то будет зато запеченная, свеженькая, такая сочная, понимаешь? Короче, нужен сахар, нужна корка. Ай, хороший. А мне он нравится. Шмат такой, знаешь, по-царски, по-царски. Слушай, это очень Кусочек царский льда кусок, вынем. очень царский кусок. И очень, я не знаю, чел, конечно, его просто заливать и заливать надо. Слушай, я думаю, что давай его не на таком ядреном огне готовить, знаешь, slow cook, короче. Low and slow. Да. Так, посмотрим, что вниз затекало подлива. Ну вот, собственно, здесь срез, и у нас волокна торчат вот так вертикально вверх, поэтому какое-то количество у нас впитается в парусника. Надо, может, перевернем его за час пару разиков. Ну и поставим пока в холодильник, пускай маринуется, ну, ему долго, соответственно, на закате будем жарить. Говорят, здесь ползает, короче, игуана где-то, вот, она выползает вот из этих джунглей и может, короче, отчекрыжить мне жопу, так что я как-нибудь так буду поглядывать. Вот. Говно здесь уголь, конечно. Ну, и розжига нормального нет. Но чем богатый, тем и рады. И вот это у них вместо розжига, короче. Я не уверен, что это такое. Оно практически никак не горит. Поэтому для розжига мы используем вот такую вот штуковину. Это... Короче, это спиртовой гель, он ничем не пахнет, не воняет никакой синтетикой, полностью прогорает, типа как спирт, загущенный крахмалом или около того. О, такая вот лютая дрянь, похожая на сопли, но она реально абсолютно ничем не пахнет. Мы основную часть угля рассыпали сбоку, потому что если у нас будет слишком большой жар, мы вот здесь сюда это передвинем. Я вот так могу. Вот. Как это был фильм «Флаббер». Бляха-муха, порезался. Вот так. Но на всякий случай мы тут этих, как ты сказал, куриных кубиков накидаем. Да, прессованные такие куриные кубики с соломой. Ну, видно, что дешевенько здесь все. Ну ладно, давай поджигай, чувак. Короче, горит, и здесь поджигай тоже. Блин, мне все время кажется, что на меня из этих кустов кто-то смотрит. Оставляем это на... Короче, здесь 1,5 часа оно будет разжигаться. Капец, пускай разжигается. Здесь джунгли, капец, зацените. Ну, в общем, у нас вот эта вилла, и дальше вот километров на 50 вот такого. Вот 50 километров вот такой вот жопы. И мне кажется, знаешь, километр ходьбы по асфальту за, не знаю, как... За сколько можно считать хождение по джунглям? Прикинь, продираться 5 километров вот по этому. Тут на одних хищников только напоришься, соберешь немерено. Я надеюсь, эта игуана сейчас не смотрит на нас. Ладно, короче, ждем, пока уголь разгорится, и надеемся, что никто не откусит нам жопу. Лучок, стручки, болгарский перец, все уже готово. И вот отваренную кукурузку теперь, отрезая самые элитные части, не сильно заглубляясь. Потому что у нас кукурузы много, и она дешевая здесь. Элита. Элита. Ну, вот так вот нарезаем, и тоже будет все в ресес. Вот этот чудесный парусник мы между двух вот таких специальных решеток положим. Я попытаюсь объяснить почему. Потому что, когда у нас одна сторона прожарится, на это уйдет где-то час, то мы попытаемся все это дело перевернуть. И, наверное, вы понимаете, что когда мы это дело попытаемся перевернуть, то оно развалится к чертовой бабушке. Поэтому мы сделаем сначала вот так. Вот так мы сделаем, немножко наживив. Вот. Немножко подзакрутив, чтобы оно не раскрутилось. И сейчас будем затягивать с разных сторон с целью уплотнения данной конструкции. И берем какую-нибудь палочку и, собственно, уже намертво закручиваем. И остальные тоже. Сейчас я подвину к краю. Главное, все это в бассейн не уронить, иначе бассейн наш будет пахнуть так себе. И намертво закручиваем, чтобы ничего не развалилось. Ну и пойдемте к грилю. Самое главное в бассейн все это дело не уронить.
Вы посмотрите, какая красота. А? И все, процесс пошел, это очень-очень надолго. Ну и пока, собственно, наш огромный парусник грилится, нужно приготовить гарнир. Для этого добротная порция риса. Вот так вот навалим. У нас тут народу много, да и парусник не маленький, так что подойдет вполне себе, я думаю, даже 5 ложек. Так вот. Хоп. Чуть-чуть водички, чтобы не пригорал, сразу же. Вот так вот. Сейчас разогреется и будем вбивать туда яйца. А тем временем обжарим сырые ингредиенты. А именно лучок и вот эти вот бобы. Перец в конце, ему долго не надо. Капелюшку масла и пускай себе обжаривается. Оно у нас сырое, а лучок ароматный придаст замечательный вкус рису. Чуть-чуть кукурузки попалось, но это не беда. Понимали, мы это начинаем делать, когда уже пора переворачивать кусок рыбы. Поэтому, знаешь что, я пойду проверю рыбу пока что. Давай, а ты за рыбкой последи. Давай. Вот так вот раздербаним рисец. Чуть-чуть водички для этого и надо, чтобы он у нас был рассыпчатый. И сейчас потихонечку, когда все разогреется, чтобы яйцо моментально свернулось, вот тогда и будем яйцо добавлять. Так, вот оно у нас все прогрелось. Можно, чтобы не подгорало, еще чуть-чуть водички туда ливануть. Ну, я сходил, проверил, там все нормально, золотиться начало, я перевернул, чтобы с другой стороны тоже прожаривал. Все, и вбиваем яйца. Сразу штук 5. Вот так вот. И моментальненько это дело перемешиваем. Сейчас он будет сворачиваться, и рис полностью будет обволакиваться яйцом. Понадобится побольше риса, значит, еще добавим. Я думаю, что самое время как раз еще чуть-чуть добавить. Больше, как говорится, не меньше. Бобы размякли, самое время добавлять остальное. Так, перчик и остатки, может, даже где-то и лучка. Самое главное, кукурузка. Она уже вареная, она уже готовая, ей только прогреться, так же, как и перцу. Ну и, само собой, чуть-чуточка присолим и сюда, и в овощички. Вот так вот. Все, порядочек. Ну и, само собой, чуточка перца. Чтоб не забивало ничего, и чтобы все было друже, господи. И вот, когда рис уже превращается в полностью не такую однородную массу, он начинает вот так вот с яйцом вместе разваливаться, самое время добавить все овощички сюда. Вот так вот обжаренные, они как раз подошли тоже. Все перемешиваем, даем чуть-чуть пропитаться, обменяться вкусами. И, в общем-то, готово. Замечательный такой, я не знаю, овощно-рисово-яичный салат. Как это назвать? Дружа, подскажи мне. Гарнирчик. Гарнирчик, да, вот гарнирчик это у нас будет. Но на самом деле поместить эту фиговину в решетки и зажать было отличной идеей, потому что ворочается она без проблем, просто за один борт приподнимаешь как бы и ворочаешь. Потому что, видите, она уже начинает отделяться куски мяса, уже такая рассыпчатая. А это прошло еще, ну, минут 40. Она где-то вот настолько прожарилась, еще минут 40 с другой стороны, и еще где-то 20. То есть кусман просто гигантский. Нужно понимать, что, короче, в целом этого парусника можно есть сырым. То есть его можно есть в виде сашими, поэтому если оно там, о боже, оно сырое, но... То есть все равно можно кушать. Но это не наш вариант, потому что мы все-таки хотим, чтобы это получился гигантский стейк. Бурундуки попрятались, твари. Но ничего. Ничего, мы доберемся и до них. Солнце садится, рыба коптится, как пицца или птица. Черепица. Ладно, я не рэпер. Так, я забыл притащить сверху полотенчики, поэтому я так ее переверну. Еще раз. Вот так, наверное, я переверну. Сейчас. Так, вы готовы, дети? О, вот тут прям уже корка пошла. О, но тут прям все нормально. Но это потому, что уголь разошелся. Но, тем не менее, внутри оно еще сырое. То есть нужно двигать, наверное, посередке уже. Там, где поменьше жар. И еще 40 минут. А потом с бачков слегка. И с бачков тоже. Я думаю, ну, нужно будет пользоваться твоим термометром. Посмотрим, что там внутри в любом случае. Что ж, народ, это были долгие много часов.
Да, пожалуй, больше 4. Да, но тем не менее, давай рис заканчивать. Да, давай заканчивать рис. Значит, я здесь добавляю исключительно только сою. Да, я здесь сверху можно отчекрыжу чуть-чуть. Вот он рассыпчатый, все как надо. Все овощички в самый раз. Сразу говорю, не покупайте такой кусок, потому что, конечно же, готовится он чудовищно долго. Единственное, что спасает, это вот это мгновенно кость отходит от мяса и туда начинает проходить жар. Но, тем не менее, это очень долго. Смотрите, если я вот здесь надрежу... Очень плотная шкура, очень. Мега плотная шкура. Это похоже вообще на слоновью ногу. Так, не пугайтесь, здесь проходят сосуды с кровью, то есть это вы теоретически можете как бы вырезать-удалить. Нас это не интересует. Нас интересует вот в основном белое мясо. Полностью приготовленное. А если глубже забуриться, так я думаю, там даже сочность осталась. Как думаешь? Слушай, сейчас я попробую еще. Блин, смотри, разваливается. Ага. Блин, ну тут, к сожалению, никаких костей, ничего нет. Ну, Ну вот да, это ближе к центру оно остается влажным. Ближе к центру. Но, конечно, с самого верху, к корке, оно вот прям вот просто обычное вот такое вот белое мясо. Сначала я скажу за рис. Давайте. Ну, как знаешь, как в ресторане рассыпчатый рис с овощами. Ничего необычного, просто хороший, нормальный, вкусный рецепт. Делать его, знаешь, если к нему положить сосиску, курицу, креветки. Не, очень вкусненько, а овощички хрустяшки остались. Вот прям. Да. Вот так. Что касается рыбы, наружный парусник, я бы сказал, немного суховат. Само собой, корка вот эта винная, она вкусная. Но нужно понимать, что это кулинарное извращение. Ну да, такие объемы. Нужно брать в 4 раза тоньше стейк, даже если хочешь большой сделать. Чтобы вот этой вот поверхности с глазировкой, вот этой вот поверхности, чтобы было сильно больше. Ну, потому что она самая вкусная. Либо делать соус. Оставлять на 2, а то и 3 суток в маринаде, например, да, чтобы прошло прям вовнутрь все. Но мы до вечера оставили, ну сколько Ну здесь, да. здесь промариновался сантиметр, дай бог. Вот типа того, да, ага. Нужно мариновать, конечно, сильно дольше. Делайте поправки на это. Ну и лучше всего, не знаешь, не на таком... Не на бочке. Не на крутом огне, а, соответственно, на таком, знаешь, жаре, который еще и закрыт будет, и, соответственно, довольно долго. Используйте либо духовку, либо закрытый гриль. Да, тогда будет хорошо. Потому что очень долго, на это очень... Так бы мы, знаешь, часа за полтора его, потому что здесь же не 80 градусов нужно, там, а 50, Кстати, а например. что здесь у нас? Здесь жир должен вот здесь более жирная часть. Ну да, она прям... А, вон, смотри, ага. Ну-ка. Пробуем. Да. Здесь, как у семги, теша. Вот рыбка сухая здесь, и, значит, здесь пожирнее. Это плавник. В любом случае, делайте обязательно соус, делайте гарнир. Ну и нам, само собой, лайк за старание. Да, 15 килограмм старания. С вами был Костян. Славный дружи Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх и подписывается. Всем пока.